Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня я предлагаю вам связать вот такой вот симпатичный цветочек сакуры. Он очень красивый, как вы можете видеть. И я думаю, вам тоже нравится. Давайте вязать вместе со мной. Прежде всего, давайте разберем схему, как вяжется. Начинается вязание с двойного кольца амигуруми. И дальше в это кольцо ввязывается 5 секций из 5 столбиков с 2 накидами, плюс между этими секциями идет 2 воздушные петли. Таким образом начинаем вязать с двойного кольца амигуруми. Вот оно. И теперь в него протягиваем ниточку. И мы готовы к следующему ряду. Делаем столбик подъема. У меня он будет заменять первый столбик. Если ваша ниточка не эластичная, делайте, наверное, 3 столбика подъема. Я решила, поскольку я пользуюсь принципом делать на одну воздушную петлю больше, чем накидов идет у столбика. Вот, считаем, что это наш первый столбик. Вяжем второй с 2 накидами. Дальше третий. Четвертый. И пятый. После 5-го столбика делаем 2 воздушные петли и начинаем вязать вторую точно такую же секцию из 5 столбиков и 2 воздушные петли. Это вторая секция. Это третья секция. Это четвертая. Это пятая. Теперь закрепляем, соединяем ряд и смотрим, что у нас в следующем ряду. В следующем ряду нам нужно вязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с 2 накидами в эту вот арочку. И закреплять где-то здесь. Хорошо. Ой, мне так не терпится уже стянуть это кольцо. Мне так не терпится. Надо потянуть за хвостик. Так сильно приходится тянуть. У меня такая шершавая ниточка, ее довольно сложно и вязать там, честно вам признаюсь. Так. Ой, как красиво получается. Ну давайте же закончим теперь этот цветочек. Начнем, значит, вязать его 9 столбиков. Значит, как мы его начинаем?
Здесь не нужно делать петли подъема. Здесь уже сразу делаем накиды. Вот 2 накида и сюда в арочку. Подхватили нить, провязали. Вот. Первый столбик. Второй. И, в общем, так все 9 столбиков в эту одну единственную арочку. И потом покажу, как делать переход к следующему лепестку. Вот 9 столбик. Теперь вот где-то здесь, по центру, берем и закрепляем полустолбиком. Вот так. И опять точно так же, как и первый лепесточек, мы берем, делаем, не делая никаких петель подъема, они здесь не нужны. Делаем 2 накида и продеваем крючок в арку. И точно так же провязываем все 9 столбиков. И так мы делаем до конца. Здесь вот хочу сказать следующее. Если вам кажется, что в эту арочку никак не может поместиться 9 столбиков, просто возьмите вот так вот и подтяните. Вот я провязала уже 8, и вот это будет 9. Вот. 9. И вот здесь вот, примерно там, где начинали, и закрепим. Вот так вот я закрепляю. И вот какой у нас получается цветок. Где мои ножницы? Где мои ножницы? Ладно. Маникюрные. Все, что я нашла поблизости. Обрезаем нить. И вот такой цветочек у нас получается. У меня. У вас, я думаю, тоже получится. Теперь по-хорошему нужно взять, спрятать вот эти нитки. Лучше взять немножко поменьше крючок. Тогда будет удобнее это делать. Я уже не буду искать другой. Вот так. Берем, обрезаем вот это. Ну, ничего не распустится, не бойтесь. Так. И лучшее, что вы сейчас можете сделать, это включить утюг и отпарить этот цветочек. Как раз сможете растянуть лепестки, придать им форму, которую хотите. Аккуратненько вот так вот сделать по центру, потому что вот я сдвигала к другому краю, они у меня немножко сместились. Теперь надо ставить на место. Сейчас пойду отпарю и покажу вам, что получилось. Вот какой у меня получился цветочек сакуры. Как вы видите, очень миленький, красивый и простой. Кстати, если у вас возникнет желание, просто у меня не оказалось ниток другого цвета, вот эту часть можно сделать розовой, лепесточки можно сделать не только белыми, но и, не знаю, желтыми, например, или серединку желтую, а лепесточки розовыми, или зеленую серединку, как вам захочется. Или можно, например, капнуть в серединку краситель. Тоже будет очень интересно. Так что вяжите много, вяжите с удовольствием, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, будет еще много интересных и полезных видео.